А в этом выпуске мы отпраздновали день рождения Теоны, побывали в парке на приеме у Санты и сходили на рождественскую службу. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ну что, Илону мы проводили. Пора включаться в рабочий режим, а то на прошлой неделе мы ездили на океан и много гуляли. Ну и, конечно, я так чуть-чуть выпал из работы. Не критично, но дел-то меньше не стало. Поэтому вот сейчас выходные, я, собственно, вот в субботу до вечера работал. А сейчас мы идем гулять. Вот, решили, что выберемся в центр, погуляем в парке с гусями и встретимся наконец-то с Серегой, с Катей. Мы что-то давненько с ними не виделись. К ним тоже там Серегин брат приезжал. В общем, у всех были гости. Вот, но теперь вливаемся в нашу размеренную, интересную жизнь. Да, еще я вам не дорассказал эту историю. У Даши сломался телефон. Мы его отдали в сервис, сказали, что там сгорела материнская плата. Вот, и встал вопрос, что с ним делать-то вообще. Либо покупать материнскую плату, либо покупать телефон-донор. Если материнскую плату, то где? Здесь, в Буэнос-Айресе, или из России, или из США заказывать. Или вообще новый телефон. Ну, в общем, решил я все-таки купить материнскую плату. Нашел ее здесь на маркетплейсе Mercado Libre. Вот, очень надеюсь, что все подойдет и Дашин телефон заработает. А то она вот уже 2 недели без телефона. И, ну, довольно, на самом деле, стрессово и тяжело, я так понимаю. Вот, но кто мог предугадать, что вот такое будет? Подменного телефона у нас, к сожалению, нету. Вот, так что у Дашули детокс от цифровых технологий. Не, ну дома она там что-то там с планшета смотрит, а в дороге, в прогулке, вот, то с Илоной, то со мной. Вот, так что приедет материнская плата и пойдет одна гулять уже. Вот такие новости. В общем, да, бывают такие нежданчики, но что делать? Решаем проблемы по ходу их поступления. А у нас, между прочим, сегодня праздник. И праздник большой. Потому что вот у нее сегодня день рождения. Теоне 1 год. Да? Представляете, год целый прошел с того самого момента. Я ссылку оставлю, чтобы вы могли вернуться и поностальгировать вместе с нами. Ну, короче, мы решили выбраться в парк и сделать это красиво. Позвали людей, гостей, подготовили украшения, угощения. В общем, все по-взрослому. В конце концов, целый год человеку. Да, человек? Человек! Человек! А вот и первые гости подтягиваются. Здорово! Отца именинницы. Спасибо! Приветики, Привет! Привет! Первым классным праздником. Большим основным. Ну да. С первым днем рождения. Кто такая красивая, нарядная? Привет, да, поздравляю с годовщиной, знаешь, вот это вот все. Год, ну да, год. Так, привет. Знакомьтесь. Да, привет. Я не успела, конечно, ни шагов, ничего, подумала, ребенку, наверное. Вот сейчас и будет как раз. Да, знакомьтесь, Люба, Кирилл, Алиса. С днем рождения тебя, котик. Ну, в общем-то, и все в сборе. Всех, кого ждали, пришли. Вот Фая пришла.
подарила нам горшок. Представляете, наш первый горшок. Все, теперь Тея будет изучать его, какой-то там наклейки лепить. В общем, будет начинать дружить с ним. Мы многие тут впервые на детском дне рождения, поэтому не очень понимаем, как это может и должно происходить. Но вот расстелили пледы, дети сидят, играют. Теона разбирает подарки. Ну, в общем, все красиво, все хорошо. Вот, самое главное, что все пришли. У нас гости, дети там ползают. Короче, какой-то вот уют и хорошие какие-то ощущения. Как будто бы мы закладываем что-то правильное вот изначально в отношении ребенка к жизни, к празднику. Вот. То есть должны быть гости, должны быть. Мы организовали сет закусок, притом правильных закусок, таких, которые могут есть дети. И Даша даже испекла какие-то типа пироженки, но там все без сахара. Вот, и это все на основе банана, поэтому это все можно есть детям. А я сверху даже белок взбил, то есть и запек немножко его. Короче, все очень правильно, здоровая еда. Вот, можно и взрослым, и детям. Вот. Так что у нас сейчас тут сет закусок, а потом пойдем к нам. Поздравить с вашим первым юбилеем. Я представляю, что вы испытываете. Гордость, радость, невероятное волнение, счастье, трепет. Короче, это правда прекрасный праздник, и мы рады его с вами разделить. Самое главное, это, конечно же, здоровье этой красоточки, чтобы она вас радовала, чтобы каждый день у нее и у вас была улыбка на лице, меньше слез, больше радости, больше смеха и просто, Побольше приключений. чтобы родительство было в радость, в счастье, Да. чтобы ребенок был тоже счастлив. Да, счастливого детства. Да. В общем, чтобы малышка росла в огромной любви. Да. И правда, не каждый ребенок сможет похвастаться таким реально увлекательным детством в Южной Америке, а не где-то там в России на периферии образно. И где-то там еще, мне кажется, классно. В общем, продолжайте в Большие том же молодцы. духе. Она вырастет, точно будет вами гордиться и скажет вам большое-большое спасибо за детство и вообще. В общем, поздравляю. Поздравляем. И это, конечно же, подарочек. Да? Наверное, вам Первый букетик от нас. Смотри, Ивоночки. маленький букетик для маленькой девочки. Держи. И ешь. Понюхай. Скажи, что ты? Вот так. У меня их уже знаешь сколько было? Вот так. Ну а далее мы пошли к нам всей толпой. Нас было 9 человек. Жарили мясо, ели салаты, торт, пили вино. В общем, было весело, было очень много детей. Прям какая-то куча из детей. Вот прям как в мультике, где у мамы обезьяны было много маленьких обезьянок. Вот. В общем, было примерно так. Но, к сожалению, у меня максимально были заняты руки все время. Я что-то резал, жарил, накладывал, убирал. Ну, и мне абсолютно некогда было снимать и показывать, как там было. Ну, обычная вечеринка. Вот, только еще и с грилем. Вот такие дела. В общем, отметили мы хорошо. Даш, тебе понравилось? Да, все было хорошо. Теперь у нас на один праздник больше. И, соответственно, отмечаний еще на один день больше. На самом деле, сейчас запустилась в ход такая машина праздников, назовем ее так. Все же, ну, большинство здесь с детьми и потихонечку начинают отмечать их дни рождения.
Вот, мы чуть раньше в этой компании родили ребенка, поэтому примерно с нас все и началось на самом деле. А дальше, ну вот, будем ходить по детским дням рождения, видимо, постоянно. Вот. И компания подобралась очень хорошая, все было максимально душевненько. Вот. Даша тоже сказала, что было хорошо. Вот. И люди приятные, и время провели отлично. Ну, в общем, все получилось. Вот. А сегодня у нас еще один очень важный день. Сегодня мы наконец-то дождались очереди в консульство российское. И сейчас пойдем делать гражданство для Теоны. Мы уже 3-й раз туда идем. Первый раз у нас не получилось с документами. Перевод был корявый, и его не приняли. Второй раз мы хотели пройти по Валиной очереди, но нас не приняли. Сказали, не ваша очередь, не лезьте. И вот сейчас 3-й раз мы попытаем счастье. Консульство России находится в исторической части города, это Реколета. Здесь старинные здания, сделаны в парижском, в испанском стилях. И, конечно, тут мало места для парковки, но аргентинцы вышли из ситуации вот так. Они стали делать многоуровневые, автоматизированные парковки, где машину загоняют в лифт и распределяют ее на разные этажи, в разные ячейки. Таким образом, даже в исторической части реально есть места, где можно запарковаться. Вот такие тут технологии. Хотя видно, что это совершенно не вновь построенная парковка. Вот. В общем, удобно, современно, актуально, очень хорошо. Ну все, сделали. С 3-го раза, спустя год после рождения, мы наконец-то сделали дочке российское гражданство. Вот. Заняло это примерно около 1,5 часов. Но все, главный вопрос, один из главных вопросов мы решили. У дочки теперь 2 гражданства: России и Аргентины. Крутяк. У нас дело близится к Рождеству. А это значит, что праздники уже совсем скоро, люди готовятся. Я бы не сказал, что Буэнос-Айрес прям украшен ярко и сильно, но некоторые инсталляции все-таки есть, и мероприятия новогодние тоже потихонечку начинаются. Вот, кстати, одно из них — это Парque de la Navidad, парк Рождества. Здесь выставлено много палаток, пришло много людей, и самая большая очередь, как мы заметили, стоит к Санта-Клаусу. Вот. Но на этом все не заканчивается, что-то здесь есть еще, и пойдемте узнаем об этом вместе. Ну, например, очереди стоят на карусели, а также на как детский татуаж называется, или как когда краской на лице что-то рисуют. Ну вот на такие забавы действительно, да, много народу в очереди. И в основном все туда. Но здесь есть другое развлечение. А здесь вроде бы можно получить целую пачку памперсов. Ну вот, зарегистрировавшись на сайте, нам выдали памперсы. И притом регистрировался и я, и Даша. Поэтому Теона памперсами прямо аж на вырост загружена. Прям до школы. Ну и, кстати говоря, очередь-то была всего минут на 10. Поэтому очень даже терпимо, все хорошо. А теперь мы пойдем в следующую очередь и встанем к Санта-Клаусу. Тут мы, кстати, ждали тоже недолго, но, может быть, минут 15, да? Не больше. Вот. Но все организовано хорошо. Пропускают в первую очередь с этой стороны семейных, то есть прям с семьями. Вот. Ну, очередь, кстати, растет. То есть конец рабочего дня, и народ-то подтягивается. Ну,
Нормально. Это, видимо, до позднего вечера здесь будет сегодня. Acá, ¿cómo te va? Dame un segundo que estamos haciendo también con eso. Ya, y ya pasamos, ¿sí? Bueno, un poco A little despacio. Spanish and slow, Еще hablo un poquitito. slow, speaking slowly. Sí. Háblame despacio, despacio. Where are you from? Rusia. Russia. Hey, so many Russian Really? came here. Yeah, yesterday and another day, also Russian. What happened? It's good for you. Obviously, I like it. Ah. No, I'm wondering why here, vacation, holiday, work, and Somebody for vacation, somebody live here, we live here. okay. Y nosotros aprendemos español, pero Good. un poquitito. Excelente, Ahora. excelente. Gracias. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As we walk. Ну, в общем-то, вот ради нескольких фотографий с Папа Ноэлем, с Дедушкой Морозом, мы вот и постояли. Ну, кстати, получилось, что получилось. Я сюда, давайте, прикреплю эту фотографию. Вот. Но настоящий Санта, вот, и Тея в свой... А нет, она же уже встречала Рождество. Ну, короче, вот, сфотографировалась с Сантой. Только мне показалось, как-то очень быстро это было, да? Ну, а что? Она стишок не рассказывала, поделку не сделала. Ну да. Все, сфоткалась, давай, до свидания. Ну, подарок дали. Подарок дали. А вы заметили, какое потрясающее отношение людей друг к другу? И вот когда узнают, что из России так радуются, сразу перешли на английский, но я говорю, я немножко понимаю по-испански, я говорю, ну по чуть-чуть. Просто, пожалуйста, muy despacio, помедленнее. Вот. И в целом, да, круто. Впечатление очень хорошее на самом деле. Завтра в Аргентине Рождество, значит, сегодня сочельник. Правильно, да, называю? Сочельник? Да. Вот, все украшают дома, все готовятся к празднику. И мы хотели бы присоединиться к этому празднику, а именно попасть на службу в соборе, чтобы вот как в фильме «Один дома» посмотреть, как действительно поют прям где-нибудь в храме или в соборе. У нас недалеко от дома есть такой собор. Мы сейчас идем туда, надеюсь, нам повезет. Ну что, на самом деле, действительно, вот как в фильмах, все то же самое. Люди пришли помолиться, но что удивительно и отличает католическую церковь от христианской православной, здесь люди поют. Вот, они не только молятся, а тут что-то поют, какое-то представление, в общем, экшен. Вот, ну и, в общем, нам понравилось. Вот. Поэтому идем домой, будем смотреть рождественские фильмы. Всем аллилуйя! Вот это уже довольно далеко от нас, и там уже точно провинция. И почему-то в провинции отмечают Рождество как будто бы больше, чем в столице. В столице вообще не вижу ни одного фейерверка, только слышу немножко издалека.
Да, ребят, с Батуми еще никто не сравнился, но на севере заряжают тоже мощно. Там прям залпы один за одним идут, и действительно народ гуляет и радуется. Но в целом все по домам. На улицах я бы не сказал, что люди прям гуляют и празднуют. Кто-то вот откуда-то заряжает салюты, но непонятно откуда. В нашем районе этого почему-то нет. Я вижу это вот именно на севере и на северо-западе. До Батуми далеко. Ну, это пока у меня в топе, потому что... Да давайте покажу, почему. Такого я еще никогда не видел. Нам в прошлый раз так понравилось в этой фотостудии, что мы пошли в нее снова сделать новогодние фотографии. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. Ребят, доброе утро. Давненько не выходил я на связь. Настолько, что уже 31 декабря. Преддверие Нового года. Сегодня мы запланировали вечером пойти в гости. Вот, но еще весь день впереди, и хочется провести его необычно, а тем более, учитывая, что мы в Аргентине, и в Аргентине сейчас лето, на улице плюс 28 градусов. Я думаю, мы найдем чем заняться. Хотя, честно говоря, мы вот вообще снег не хотим, но вот эти 2 дня, 31 декабря и 1 января, было бы здорово, конечно, оказаться в каком-то вот теплом снегопаде. Вот, но обстоятельства другие и совсем не хуже. Знаете, что я делаю? Пиццу. У меня пицца готова. Вот так вот. Будет такой вот у нас завтрак. И бежим сразу выполнять все свои поставленные планы на день. Поэтому вперед. Даш, ну что, как тебе пицца? Вкусно. Очень вкусно. Очень рекомендую. А где людям взять такую, что ты рекомендуешь? Напроситься в гости к Саше. Ну ладно. Мы гостей любим. Как у тебя чувствуется Новый год на носу? Нет. А что это у тебя на носу? Очень смешная шутка. Ничего. Нет, не чувствуется. Что будем делать сегодня? Делать оливье, мимозу. Наверное, ты пойдешь в басик. Это будет очень символично. Да. Ну вот и слушать ты, как она кричит. Прекрасный план. Даша сегодня на салатах, она все заготовила, но так как Теона бегает и просто вообще все внимание на себя забирает, Даша отправляет нас гулять, а сама пока займется приготовлением салатов. Ну окей, у нас есть, вернее, у Даши есть 1,5 часа, да и у нас тоже, на то, чтобы пройтись. Ну а дальше уже будем встречать Новый год вместе с Россией. Фу, мы с Теоной вышли погулять, она тут же вырубилась. Ну, уже время дневного сна. А я в наушниках слушаю аудиокнигу. Ну, в данный момент это Шантарам, 2 часть, Тень горы. Вот, и ходим мы тенечками. На улице реально очень жарко. В тени 28, на солнце, я даже боюсь представить сколько. Вот. Но и самое главное, что в Аргентине солнце очень кусачее. И даже сквозь тучи можно сгореть. Проверено. Смотрите выпуск с Мар дель Платы. А под прямыми лучами, ну, минут 10-15 и все. И уже будет ожог. Ну, не то что ожог, ну, сгоришь, короче. Красный весь будешь. Вот, поэтому тенечками гуляем. А еще удивительно, что здесь так мало людей, ну вот особенно вот
сейчас праздник, завтра, да? Ну, сегодня, по сути. Вот, людей вообще нету. Ну, в России, наверное, все бежали бы по сугробам из магазинов или уже в гости торопились бы. А тут вообще тишина. Раз в минуту какая-нибудь машина проедет. Вообще удивительно. Ну, это, конечно, мы живем не в центре, а в хорошем спальнике. В центре, наверное, народу побольше, но, тем не менее, чувствуется, что как будто бы люди уехали. Скорее всего, уехали даже к океану. Вот. Ну, либо куда-то в горы, в южную, более прохладную часть. Вот. Но, тем не менее, все русские готовятся. Ну вот, мы сегодня идем в гости, тоже готовимся. План такой.